Всем привет! Сегодня у нас расклад «Кто тайно вмешивается в твою судьбу?». И прежде чем начать, приглашаю всех не в проживание арканов, а в манифест. В манифесте вы научитесь делать чистки, чистить чакры и многое-многое другое. Все по эзотерике без вот этой шизофрении. Научитесь чистить дом, себя, чакры защиты ставить, вообще защиты ставить. Всему этому научитесь. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Единички, тут даже трактовать вам не нужно. Обман и королева. Вот все. Кто вмешивается в твою судьбу? Лучшая подруга, потому что королева кубков. Она, знаешь, она каждый раз тебе пишет там «люблю», «целую» и прочее, прочее, а втихую лезет в твою жизнь, как вот воришка. И она знает, что ты там с мужчиной встречаешься, но она продолжает вот ставить сердечки под его фотками, спрашивает у тебя там, как он в постели, да как он компот пьет. И пока ты чаевничаешь с ней, она с ним переписывается, шлет свои селфи в платьях, которые ты там ей одолжила, так скажем. Она не просто любопытна, она реально хочет твое место. Тебе улыбается в лицо, а за спиной ему рассказывают, что ты там слишком занята работой, что ты вечно в депрессии, что вечно апатии. То есть она вмешивается, потому что завидует, что у тебя есть то, чего у нее нету. Как она это все делает? Ну, знаешь, она действует по схеме подруга-жертва. Сначала она жалуется, что у нее все плохо, ты ее жалеешь, душу открываешь, а потом она сливает все секреты ему, чтобы показать, какая она понимающая. Комментирует, лайки ставит, как будто случайно, и каждый раз добавляет тебе, что там «не обижайся, я там просто так». Она, знаешь, она не напрямую, а через тонкие намеки вмешивается. «Ой, ты такой хороший», а она тебя не ценит. Вот примерно вот так. Она, знаешь, делает это все тихо, но методично, как вот, как сказать, вот как клейкая лента. Понимаешь? Маленькая полосочка, а ты уже прилипла. Как тебе быть? Ну, знаешь, перестань быть доброй душой. Завтра с ней встреться и прямо скажи: «Я знаю, что ты с ним переписываешься». Не жди оправданий, типа это по-дружески, это же просто так. Просто посмотри ей в глаза, и что она ответит. А потом заблокируй везде. Переписку удали. Не бойся выглядеть жесткой. Ты тоже не святая, ты живая. И открыто ему скажи: «Моя подруга между нами влезла, выбирай». Если он запнется, значит, он уже к лему. Если скажет «я с тобой», то забирай его и на выходные куда-нибудь уезжайте, без всяких телефонов. Главное, не молчи, иначе она сделает из тебя вот этот, как сказать, бэкграунд, это фон сделает, понимаешь? Давайте перейдем ко второму варианту.
У двоечек тоже трактовать не нужно. Бывший, который все еще подписан на все твои аккаунты и сидит в режиме невидимки. Он не пишет, не звонит, но каждый вечер он прокручивает твои вот эти там фотографии, какие-то лента по 150 раз. Он завел себе новую страничку, где нет аватарки и так далее, на твоих друзей подписался, подруг, и тихо собирает информацию про тебя. И знаешь, когда ты выкладываешь какую-нибудь фотографию, да, он через 3 минуты уже смотрит, кто лайкнул, кто там комментарий оставил. Ничего огромного он и громкого не делает, но его присутствие, оно висит, вот как паутина. Он ждет, пока ты опубликуешь что-то грустное, чтобы потом написать «все хорошо у тебя» и снова исчезнуть. Или, не дай бог, с парнем с каким-нибудь фотографией. Он вмешивается, потому что он отпустить тебя не может. Он не хочет вернуться, нет, но и не дает тебе далеко уйти. Он просто вот на паузе и держит тебя за ниточки, чтобы не забыть, как было тепло ему с тобой. Как это он все делает? Ну, знаешь, через вот эти вопросы ложные, через фальшивую заботу. Сначала тебе пришлет смайлик, да, там в 3 часа ночи, потом сообщение удаляет, чтобы ты увидела только уведомление. Лайки ставит на старые посты, на старые фотографии, как будто случайно. И ты ловишь себя на мысли, он все помнит. И это манипуляция. Прямо он не пишет, но через общих знакомых он узнает, где ты, с кем ты. Он спрашивает там у твоих подруг, как ты, делает вид, что просто, как сказать, просто ненавязчиво, просто спросил для приличия. Понимаешь? И вот так вот он все делает. А что тут мне еще говорить? Он как липучка. Как тебе быть? Сделай то, чего он не ожидает. Удали его из подписчиков, даже если он молчит. Заблокируй страницу, вот которую у тебя без аватарки подписался на тебя. Потом выйди из дома, купи себе там кофе и не заходи в соцсеть вообще. Ну, хотя бы там 1-2 дня. Пусть он почувствует, что ты ушла далеко. Не отвечай на его сообщения там, все ли хорошо. Не смотри, кто лайкнул. Просто живи. Пусть он поймет, что вот эта ниточка, она оборвалась. Если он захочет вернуться, то пусть делает это, как говорится, громко и честно, а не вот эти подковырки. А ты пока просто живи и не оглядывайся назад. Нафига тебе это нужно? Давайте перейдем к 3-му варианту. Итак, троечки. Кто тайно вмешивается в твою судьбу? А тут понятно, даже трактовать не нужно. Тетка — это которая с тобой работает, которая каждый день мимо тебя вот так снует. Понимаешь? И она запомнила, что к тебе там ты что рассказываешь, она все запоминает. Понимаешь? С кем ты встречаешься, как ты живешь. И знаешь, вот она даже знает, наверное, кто тебе звонил, потому что там она сидит на работе и слушает, чего ты в телефон говоришь. И вмешивается, потому что она сама одинока. И она вот про тебя, она живет, хочет жить твоей жизнью, грубо говоря. И твоя жизнь ей кажется сериалом, потому что, как сказать, потому что у нее своей нет. У нее дом, работа, а ты ее вот так отвлекаешь. И она хочет быть режиссером в твоей жизни. И ты 150 раз уже, наверное, замечала, она тебе дает советы, которых ты не просила. Она не кричит, не ругается, просто тихо вот, как сказать, слухи собирает о тебе. Что делает она? Ну, она действует через, знаешь, вот деньги и через чувство вины. Сначала она тебе там
пирожки приносит угостить, да? Потом спрашивает, не нужна ли тебе помощь какая-нибудь. А потом всем рассказывает, что ты там и в долгах, и в шелках, и так далее. Понимаешь? И она, знаешь, все делает для того, чтобы ты почувствовала себя должной. Она не угрожает. Она, знаешь, она у тебя создает ощущение, что ты ей что-то должна. Она тихо слухи распускает, что ты там слишком убилась в работу, чтобы там быть женщиной и так далее, что у тебя есть вот этот, и туда ты звонила, и сюда ты звонила. И она, знаешь, в общем, как сказать, она тебя угостит чем-нибудь. Для того, чтобы ты почувствовал себя, то, что ты ей тоже что-то должна. Она хочет управлять твоей жизнью. Ну, просто шизофреничка, а что я тебе скажу по-другому? Как тебе быть? Приди на работу, будет угощать пирожками, просто скажи спасибо, но у меня все есть. Не бери у нее ничего, не улыбайся ты ей. Просто вот, как сказать, вот, чтобы тебе не до нее было. То есть вот она подойдет к тебе с советом, скажет, вот это, вот это, вот это, вот это, а ты скажи, нет, я сама знаю. Понимаешь? Открыто скажи, что тебе не нужны советы ее. А если она продолжит, то там, как сказать, пожалуйся начальнику. Главное, не молчи, иначе она будет думать, что ты согласна быть героиней вот этого ее спектакля. И она, как сказать, вот питается тобой. Вот по-другому я не знаю, как сказать. Вампирит. Она хочет жить. Это, знаешь, человек, который привык сериалы смотреть, да, своей жизни нет, и она хочет участвовать там в чужих жизнях. Слухи распускает, там все делает, как будто она важная какая-то частичка жизни твоей, понимаешь? А на самом деле она просто никто, и звать ее никак. Просто человек хочет жить чужой жизнью. Ну, это, знаешь, вот как примерно... Вот есть хейтеры, да, которые вот всякие гадости пишут, они меня веселят, но вот у кого они есть, кто переживает, ну они же просто завидуют. Там кроме зависти нет ничего. Если бы своя жизнь была нормальная, то до чужой жизни дела вообще нет. Получается просто говняшки. Вот так вот. Подписывайся на канал. Сегодня короткий расклад был. И помни, что дедулька с тобой рядом.